Всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую домашнюю мастерскую. И сегодня мы с вами будем вязать вот такого снеговичка в продолжении новогодней темы, зимней темы. Снеговичок получается, сейчас я померяю, (31 сантиметр) без шапочки. Вот. Шапочку будете вязать также самостоятельно, как и в мастер-классе дракоши. Сейчас я вам покажу. Там просто точно так же, как и у дракончика, только чуть-чуть раньше надо будет остановиться. Она немножко поменьше. Из материалов, что нам понадобится? Нам понадобится, я буду вязать синего снеговичка. То есть у меня будет синий цвет, основной белый цвет, один моточек, синего тоже один моточек, ну, либо красный, как хотите. Смотрите, у этого у меня коричневые ботиночки, я буду вязать синие. И делать обвязку минг пряжей Ярнард. У меня тут остался клубочек, я надеюсь, мне хватит. Смотрите, по поводу обвязки, кстати, шапки. Эта шапочка обвязана пряжей Коала в 2 ниточки. Синюю я обвязала в 2 ниточки пряжей Минг. Вот, так что смотрите, выбирайте сами, что у вас есть в продаже. Дальше по поводу пуговичек. Можете купить пуговички. Я их связала, потому что не нашла красивые пуговички, которые бы мне понравились. Для пришивания я хотела деревянные, но что-то все не очень красивое, и таких лаконичных, простых нет. Они все какие-то с узорами у нас почему-то продаются. Вот, так что я их связала, мы их тоже свяжем вместе с вами. Дальше по ручкам. У этого снеговичка, то есть если не хотите делать его в варежках, просто будете по схеме вязать одним цветом, белым, ручку. Я же буду вязать вместе с вами, делать ему варежку, так же, как у дракончика. Так, синий цвет моточек, я сказала, один. У меня это Дольче. Сейчас я скажу. 756 цвет. И белый у меня будет Dolphin Baby. Кому интересно цвет, пожалуйста. Дальше нам понадобится еще цвет оранжевый на морковку, на носик. Можете, в принципе, сделать носик чуть поменьше и из полухлопка, если хотите. Ну, мне захотелось его полностью сделать плюшевым, поэтому носик у меня будет такой. Дальше глазки. Я буду использовать 20 миллиметров. Можете 16, 18. Тоже будут смотреться хорошо. Крючок 4 миллиметра. Что еще у нас? Крючок 4 миллиметра. Черно-белая ниточка для утяжки и для оформления головы. Все, в принципе, из материалов это все. Ну и наполнитель холофайбер, естественно. Так, сейчас я вам покажу шапочку, да. Схему. Все та же схема, что и у дракоши. Помпончик мы вяжем точно так же. У шапочки мы останавливаемся. Последний ряд у нас будет 23 плюшевой ниткой. 9 столбиков, 1 прибавка, 3 раза. После этого ряда мы вяжем 3 ряда без изменений, по 33 столбика без накида, уже, ну, либо плюшевой белой пряжей, можно плюшевой вязать, да, либо вот такой вот меховой, типа минка или коалы. Что у вас есть, тем и обвязывайте. Так, нажимайте на стоп, можете записать себе схему. Вот помпончик пришивается к шапочке по кругу, просто пришитый. Так, на этом все. Начинаем с вами вязать. Давайте с вами свяжем сначала пуговку, наверное.
Или нет, давайте носик, потом пуговку. Итак, давайте начнем с вами с носика. Набираем 2 воздушные петли. Либо кольцо амигуруми 6 столбиков в кольцо, либо во вторую петлю от крючка 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка 3 раза. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая. Столбик без накида. Третья прибавка. Это второй ряд у нас. Третий ряд вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Четвертый ряд тоже вяжем 9 столбиков без накида, без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, 9 провязали. Я на этом закончу. Можете провязать еще один ряд 9, если хотите подлиннее морковочку сделать. Я у второго снеговичка сделаю ее покороче. Просто хочу, чтобы они были немножко разные. Делаем соединительный столбик. И обрезаем. Потом в процессе пришивания к голове носика мы его чуть-чуть наполним холофайбером. Так, носик готов. Оранжевый нам больше не понадобится. Хотя вы можете сделать, например, оранжевые ботиночки. Это уже смотрите сами. Вяжем пуговичку. Пуговичка вообще вяжется просто. 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка набираем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. В первый столбик вяжем соединительный, отрезаем подлиннее для пришивания. И все. Вот, в принципе, наша пуговичка готова. Хвостик я обрезаю. Подпаливаю, либо приклеиваю. Так, сейчас беру белую ниточку с иголочкой и как бы вышиваю дырочки для пуговки. Одну. И вторую. Все, обрезаю, тоже завязываю узелочек и подпаливаю или приклеиваю. Так, это убираем. Продолжаем мы болеть. Как-то очень жестко в этом году. Какой-то грипп ходит с сухим кашлем непонятным. Кашляют люди больше месяца. Ну вот мы, походу, его и подцепили.
Так, все, пуговичка готова. Давайте свяжем ручку. Ручку вяжем. Кольцо амигуруми. Если хотите просто белую, значит берете белый. Хотите варежку, берете цвет, которым вяжете. Можете красные варежки сделать. Да? У меня вот в красной шапочке снеговичок, в коричневых ботиночках и без варежек. Можете сделать его в красных ботиночках и в красных варежках. 2 воздушные петли, во вторую от крючка набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд делаем 6 прибавок. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида. Первая прибавка, столбик без накида. Вторая, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая, столбик без накида. Пятая прибавка, столбик без накида. Шестая прибавка. Теперь нам нужно провязать 2 ряда без изменений по 18 столбиков без накида, но во втором ряду 18 столбик не провязываем, мы вывяжем из него пальчик. Итак, провязала я 2 ряда, второй ряд, вот у меня 17 столбик, я снимаю маркер, в 18 столбик вывязываем пальчик. Накид, вводим в петлю крючок, провязываем 2 столбика с крючка. 2 остаются. Снова накид, достаем петельку, провязываем 2, уже остается 3. Накид, достаем петельку, это 3-й раз. 4-й раз у нас уже 5 петелек. И 5-й раз провязываем сначала 2, у нас 6 на крючке, и потом 6 вместе. Так, ставим маркер. Это наша последняя петелька. Это у нас был 4-й, 5-й ряд. Дальше вяжем 6-й ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, 6 раз. Вот 1-й столбик. Затягиваем пальчик. Как бы достаем. Столбик без накида. 1-я убавка, столбик без накида, 2-я убавка, столбик без накида, 3-я убавка, столбик без накида, 4-я убавка, столбик без накида, 5-я, и столбик без накида, 6-я. Так, провязали. Дальше нам нужно будет провязать 7-й ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, 2 раза. Но мы в этом ряду будем менять ниточку. Первую петельку мы вводим, достаем синюю, обрезаем. Крючки, кстати, такие неудобные, пластиковые эти, но они хоть не так скрипят, как металлические. Так, вот она наша первая петелька, ее мы довязываем белым. 1, 2, подтягиваем все. 3, 4 столбика без накида. 1-я убавка. 1, 2, 3, 4. 2-я убавка.
У нас в работе сейчас 10 столбиков без накида. Нам нужно провязать 4 ряда без изменений по 10 столбиков без накида. Так, провязала я 4 ряда. Смотрите, вот у меня где закончилось вязание. Теперь мне нужно довязать до серединки ручки, вот где пальчик, да, согнуть пополам и довязать. Я довяжу. Раз, два, 3 петельки еще. Так, пока отложим это. Берем нашу пушистую пряжу. Вы можете просто синий сделать или белой обвязку. Поворачиваем ручку от себя. Так. Закрепляем ниточку. И именно между синими петельками, не между белыми, а между синими, захватываем, провязываем столбики без накида. По кругу обвязку делаем. Так, здесь вот, где был у нас переход цвета, стараемся его выровнять, чтобы скрыть. И продолжаем до конца. До конца ряда. Так. Надеюсь, мне на ножку хватит. Так, обрезаем. Обрезаем. Последнюю петельку я соединительным провязываю с первой. Вытягиваю ниточку. Хвостик, который был в начале, вытягиваю наружу. И этот еще продеваю в соседнюю петельку. И потом только вытягиваю наружу, чтобы не было перехода, стыка вот этого, да, между началом и концом ряда. Все, завязываю на узелочек, а обрезаю. Так. Дальше наполняем ручку холофайбером. У основания, как обычно, наполняем хорошо, плотнее. Все, набила. Здесь оставляем полупустой ручку. То есть здесь набиваем хорошо, здесь чуть-чуть, а здесь оставляем пустую сверху. Складываем пополам. Довязали до пальчика, да. Складываем пополам. И сшиваем 5 столбиками без накида. 2, 3, 4, 5. Все, обрезаем. Ручки готовы. Теперь приступаем к ножкам. К ножкам приступаем. Синюю ниточку берем. Набираем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую петлю от крючка вяжем прибавка, то есть в одну петельку 2 столбика без накида. Я пока поставлю маркер здесь. Дальше вяжем 4 столбика без накида по цепочке. 1, 2, 3, 4. В
последнюю петельку в одну вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше по второй стороне вяжем 4 столбика без накида по цепочке. 1, 2, 3, 4. И в последнюю петельку вяжем прибавку. Прибавка. Все, маркер я переодеваю на последнюю петельку. Так, это мы, получается, провязали второй ряд. Первый ряд 7 воздушных петель, второй провязали, вяжем третий ряд, 1 прибавка, прибавка, 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5. Дальше в одну петельку вяжем 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Дальше вяжем по цепочке 2 столбика без накида. 1, 2. И снова в одну петельку вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 5 столбиков без накида по цепочке. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю петельку вяжем прибавку. У нас получается в работе 22 столбика без накида. Нам сейчас нужно провязать 22 столбика без накида 2 ряда. Это 4-й, 5-й, но 4-й ряд мы будем вязать за заднюю стеночку. Чтобы у нас оставалась вот эта вот бороздка, чтобы мы потом сделали обвязочку, чтобы получился именно ботиночек. Вяжем 22 столбика. Именно за задние. Тут на синем я вам не очень покажу. За задние стеночки. Ну, мы раньше вязали с вами за задние стеночки, поэтому я думаю, ничего сложного в этом нету. Все, до конца ряда вяжем за задние стенки. 4-й ряд, а 5-й ряд провязываем уже за обе стенки, как обычно, столбики без накида. Так, провязали 4-й, 5-й ряд, 4-й 22 столбика за заднюю стенку, 5-й 22 столбика без накида за обе стенки. Вяжем 6-й ряд, 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 убавок. Первая убавка, вторая, третья, 4-я, 5-я, 6-я. И 4 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4. У нас получается 16 столбиков в работе. Сейчас нам нужно будет провязать 4 ряда. Это 8, 7-10 по 16 столбиков без накида. 7-10. Мы первую петельку, как обычно, меняем ниточку, вытягиваем, берем белую, провязываем ее до конца белой и вяжем по кругу 16 столбиков без накида, без изменений, 4 ряда. Провяжите их самостоятельно. Итак, смотрите, в 4-м ряду, в 10-м получается, вот 4 ряда мы должны провязать, да, по 16 столбиков без накида. В последнем ряду, в 10-м, я до конца этот ряд довязывать не буду, вот одну петельку не провяжу, потому что мне нужно, чтобы у меня остановилось вязание на серединке ножки, чтобы я потом соединила их, правильно? Поэтому вы, если у вас выходит не довязать, можете не довязать. Если надо перевязать, то есть еще
прибавить петельки, можете провязать дополнительные петельки, но главное, чтобы четвертый ряд у нас остановился на середине ножки, вот между ножек как бы, да, двух, чтобы мы их потом вместе соединили. Так, теперь что мы делаем? Берем синюю, так, эту ниточку мы не обрезаем, в первой ножке ниточку мы соединительный столбик делаем и ниточку обрезаем. Дальше что мы делаем? Берем синюю ниточку, ботиночек от себя, я даже не знаю, как вам на синем будет видно, не будет. Ну вот. Вот такие у нас петельки остались от ряда, где мы провязывали за заднюю стеночку. И вот за эти петельки, мы берем синюю ниточку, закрепляем ее и столбиками без накида за вот эти петельки обвязываем ботиночек. Они будут видны очень сразу, просто что темно-синий цвет. Возможно, я просто не вижу, видно там или не видно на видео. Просто по кругу столбики без накида за вот эти вот петельки. Формируем как бы такую подошву, что ли, ботиночек, чтобы это было больше похоже на ботиночки. Так, последняя. Довязали, последнюю провязали, и в первую петельку делаем соединительный, обрезаем, достаем. Так, первый хвостик точно так же, как вот мы обвязывали ручку, мы достаем. Второй мы сначала пропускаем через соседнюю петельку, чтобы сравнять краешек, потом тоже вовнутрь достаем и завязываем на узелочек. Такая подошва у нас получилась. Дальше что мы делаем? Берем пряжу для обвязки уже сверху ботиночка. У меня это Минк. Точно так же закрепляем ниточку и как ручку по кругу, где синие петельки, столбиками без накида обвязываем. Надеюсь, все видно. Так взять, чтобы вам показать. Ножку держим от себя, то есть стопой от себя. Точно так же соединительную делаем. Я уже так достану. Петельку. Первый хвостик достаем. Второй пропускаем сначала через соседнюю петельку, чтобы сравнять краешек. И потом тоже достаем. Все вот это завязываем, обрезаем и будем приступать с вами к телу. Итак, вот у нас две ножки. Берем два маркера. На этой ножке в последнюю петельку вставляем маркер. Делаем 2 воздушные петли. Находим серединку второй ножки. Вводим крючок в петельку, провязываем столбик без накида. И этот столбик тоже помечаем маркером. Это мы провязали первую петлю ножки.
Всего в ножке у нас 16 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 достаем петельку и вводим крючок, достаем петельку в основание вот этого первого столбика и провязываем 3 петельки вместе. Дальше вяжем по цепочке 2 столбика без накида. Так. Не хочет этим крючком цепляться. Сейчас. Ой, простите. Так. Первый столбик и просто очень скользкий крючок пластиковый. Второй столбик по цепочке. Ну, так. Я его достану обычным металлическим. Второй. Дальше переходим на вторую ножку. Вводим крючок в основание вот этой вот петельки. Достаем петельку и в первой петельке ножки и провязываем 3 вместе. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот у нас маркер стоит в 16. Снова провязываем 2 петельки по воздушным петлям. 2 столбика без накида. Это будет у нас конец ряда. Я помечаю его маркером. И вот маркер, это уже начало следующего ряда. Это первый ряд мы провязали тело. Второй ряд тела мы вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Третья прибавка. Мы когда провязываем первый ряд, у нас в работе 36 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая прибавка.
У нас получается 42 столбика без накида в работе. Теперь нам нужно провязать 5 рядов без изменений по 42 столбика без накида. Провяжите самостоятельно. Итак, провязали 5 рядов по 42 столбика без накида. Это 3-7 ряд тела. Вяжем 8 ряд тела, 5 столбиков без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два, 3, 4, 5. Первая убавка. Раз, два, 3, 4, 5. Вторая. Раз, два, 3, 4, 5. Третья. Раз, два, 3, 4, 5. Четвертая убавка. Раз, два, 3, 4, 5. Пятая. Раз, два, 3, 4, 5. Шестая убавка. У нас в работе остается 36 столбиков без накида. 9 ряд. Вяжем 36 столбиков без накида, без изменений. 1 ряд. Провязали 9 ряд, 36 столбиков без накида. Вяжем 10 ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, 4 столбика без накида, 1 убавка, 5 раз. Раз, два, 3, 4. Первая убавка. Раз, два, 3, 4. Вторая. Раз, два, 3, 4. Третья. Раз, два, 3, 4. Четвертая. 2, 3, 4. Пятая. И до конца ряда 2 столбика без накида. Раз, два. У нас в работе получается 30 столбиков остается без накида. Вяжем 11 ряд, 30 столбиков без накида. Провязали 11 ряд, 30 столбиков без накида. Вяжем 12 ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два, 3. Первая убавка. Раз, два, 3. Вторая убавка. Раз, два, 3. Третья убавка. Раз, два, 3. Четвертая убавка. Раз, два, 3. Пятая. Раз, два, 3. Шестая. У нас остается 24 столбика без накида в работе. 13 ряд. Вяжем 24 столбика без накида. Провязали 13 ряд, 24 столбика без накида. Вяжем 14 ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два. Первая убавка. Раз, два. Вторая убавка. Раз, два. Третья. Раз, два. Четвертая. Раз, два. Пятая. Раз, два.
шестая. Сейчас у нас будет 15 ряд, мы будем ввязывать в нем ручки, а пока наполните тело. Вот здесь вот хорошенько уделите внимание, чтобы не перегибались ножки. Хорошо набейте вот в этих частях. И будем ввязывать ручки. Итак, набила я тело, выделила 4 центральных петельки. У вас это может быть 5 или 6, как получится. Сейчас я сверху так гляну, вроде да. Ручки мы будем ввязывать в 5 столбиков, каждую ручку. Всего у нас в работе сейчас 18, значит 10 уйдет на ручки и 4 перед, зад, там уже распределяйте. Может быть 5 и 3 перед, зад. Главное, чтобы в серединке были. Вот. Сейчас я провяжу эти петельки в серединке, которые я выделила. 4. Ну и ряд, естественно, у нас будет начинаться следующий, где закончится вторая ручка. 4. Нет, я, наверное, все-таки 5. Вот я сейчас провязала 4. Я вижу, что надо все-таки 5 петелек здесь. Провяжу еще 5-ю. На глаз вяжите, чтобы ровненько было. Беру ручку. Смотрите, чтобы пальчик смотрел вперед. И ввязываем в 5 столбиков без накида ручку. 1, 2, 3, 4 и 5. Ввязали. Дальше провязываем, так как у меня здесь 5 получилось столбиков, значит сзади у меня будет 3. 1, 2, 3. Берем вторую ручку, пальчик, чтобы смотрел вперед, и ввязываем вторую ручку в 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Ввязали. Это у нас, получается, был 15 ряд. Вот. Вяжем 16 ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка. 6 раз. Так. Столбик без накида. 1 убавка. Столбик без накида. 2. Столбик без накида. 3. Столбик без накида. 4. Убавка. Столбик без накида. 5. И столбик без накида. 6. И последний 17 ряд вяжем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В соседнюю петельку соединительный столбик я обрезаю покороче, потому что я буду пришивать
голову джинсом. Если вы пришиваете плюшевой пряжей, оставляйте либо на теле, либо на голове. Все, набью хорошенько сейчас, ровненько сделаю тело. И будем с вами вязать голову. Итак, вяжем голову. Кольцо амигуруми, либо 2 воздушные петли. Набираем 6 столбиков без накида во вторую петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый ряд есть, второй ряд вяжем 6 прибавок. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. Столбик без накида, первая прибавка, столбик без накида, вторая, столбик без накида, третья прибавка, столбик без накида, четвертая, столбик без накида, пятая, столбик без накида, шестая прибавка. Четвертый ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, первая прибавка, 1, 2, вторая, 1, 2, третья, 1, 2, четвертая, 1, 2, пятая, 1, 2, шестая. Дальше пятый ряд вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 3, первая прибавка, 1, 2, 3, вторая, 1, 2, 3, третья, 1, 2, 3, четвертая, 1, 2, 3, пятая прибавка, 1, 2, 3, шестая прибавка. Шестой ряд вяжем 2 столбика без накида, 1, 2, прибавка, 4 столбика без накида, 1 прибавка, 5 раз. 1, 2, 3, 4, первая прибавка, 1, 2, 3, 4, вторая, 1, 2, 3, 4, третья прибавка, 2, 3, 4, четвертая прибавка, 1, 2, 3, 4, пятая прибавка. И до конца ряда 2 столбика без накида. 1, 2. 36 столбиков получается у нас в работе. Теперь нам нужно 7-12 ряд, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 рядов провязать по 36 столбиков без накида, без изменений. Провяжите самостоятельно.
6 рядов по 36 столбиков без накида. Итак, провязали 7-12 ряд, 36 столбиков без накида, вяжем 13 ряд, 2 столбика без накида, 1 прибавка 6 раз. Раз, два, первая прибавка, раз, два, вторая, раз, два, третья прибавка, раз, два, четвертая, раз, два, пятая, раз, два, шестая прибавка. И до конца ряда 18 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 42 столбика у нас получается в работе. Теперь провяжите 2 ряда 14-15 по 42 столбика без накида самостоятельно. Провязали 14-15 ряд, 42 столбика без накида, вяжем 16 ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка, 6 раз. Раз, два, три, четыре, 5. Первая убавка. Раз, два, три, четыре, 5. Вторая. Раз, два, три, четыре, 5. Третья. Раз, два, три, четыре. 5. Четвертая. Убежала. Раз, два, три, четыре, 5. Пятая убавка. Раз, два, три, четыре, 5. Шестая. Так. 17 ряд нам нужно провязать 18 убавок, но я провяжу, наверное, 12-13 примерно. Потом наполню голову, вставлю глазки и довяжу ряд до конца. Вяжем 18 убавок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну вот, 12 я провязала пока. Потом довяжу до конца еще 6 убавок. Сейчас я набью голову. Вы тоже набивайте и будем вставлять глазки. Итак, набила я голову. Между, получается, глазки мы вставляем 11 и 12 рядом. Перед 13 рядом, вот у нас где прибавки наши были. Да, 2 столбика, 1 прибавка 6 раз. Вот где спереди были. Это у нас был 13 ряд, а глазки мы между 12 и 11 вставляем.
У меня здесь 7 петелек между глазками. Сейчас я поставлю глазки. Просто в зависимости от размера глазок. Смотрите, на каком расстоянии ставить. Один. Второй. Я так примеряю. Чуть-чуть надавливаю, смотрю. Ну, я, наверное, еще на одну 8 сделаю между глазками. У меня будет 8 столбиков между глазками. Глазки между 11 и 12 рядом. Все, я сейчас вставлю глазки, закреплю их и довяжу свои убавки до конца. Мне осталось довязать еще 6 убавочек до конца ряда. И потом с вами вместе свяжем последний ряд. Все, закрепила я глазки, довязала ряд с 18 убавками до конца и вяжем последний 18 ряд. 1 столбик, 1 убавка, 6 раз. Первая убавка, столбик без накида. Вторая убавка, столбик без накида. Третья, столбик без накида. Четвертая, столбик без накида. Пятая, столбик без накида. Шестая. Все, в соседнюю петельку соединительный столбик. На этом у нас вязание закончилось. Нам осталось оформить голову, сделать утяжки и все пришить на свои места. Сейчас хорошенечко набиваем равномерно голову. Все заполняем. Сюда в носик чуть-чуть побольше. Не сильно, мы делали небольшую выпуклость мордочки, просто чтобы он более миленьким смотрелся. Будем делать утяжки. Пришивать наш носик, морковку. Все, набивайте хорошо, ровненько голову. Можете еще, знаете, что сделать? Пришить сразу пуговички, потому что без головы их пришивать гораздо удобнее. Приложить их и пришить. А потом уже голову будем пришивать. Итак, набили голову. Берем длинную иголку. Я беру белый джинс. И делаем стандартные утяжки. Максимально близко к глазику выходим. Ниточку обрезаем. И утягиваем, завязывая на узелочек. Несколько раз. Что-то. Так. Обрезаем. Второй глазик то же самое. Максимально близко. Так. И тоже завязываем. На несколько узелочков. Теперь с внутренней стороны глазика.
Точно так же. Не сильно. Сильно утяжки не делаем снеговичку. Это не надо. Он вообще кругленький, по идее, должен быть. Но хочется же сделать его более миленьким. Поэтому чуть-чуть делаем утяжечки. Со вторым глазиком то же самое. Так. Также завязываем на узелочек. Смотрим, чтобы утяжки были равномерно. Так. Теперь самостоятельно пришиваем наш носик, прикладываем его. Не забываем чуть-чуть наполнить его холофайбером. Видите, у этого будет покороче морковочка. У этого плюс ряд подлиннее. Так. Вот я прикладываю примерно на середине глазок заканчивается носик. Пришиваем и готовим иголочку с черной ниткой, будем оформлять. Так, берем черную нитку с иголкой. Делаем снеговичку стрелочки. Побольше, поменьше, как хотите. Стрелочки. Так. Выходим на бровки. Я на глаз, вы можете намечать. Так. И делаем ему улыбочку. Я буду делать наискосок с одной стороны. Вы можете сделать просто улыбочку. Так. Пару раз прохожусь. Ага. И возвращаюсь в серединку уже здесь. Все, в принципе, наш снеговичок готов. Ниточку обрезаем, завязываем. Я вот вместе с оранжевым хвостиком от носика завязываю на узелочек, обрезаем и пришиваем голову к телу. Пришиваем, одеваем шапочку. Так, и берем синюю нашу ниточку, красную, для шарфика, какую вам удобнее. Набираем 60 воздушных петелек. Крючок у меня побольше. Крючок шестерка, пятерка.
И вяжем столбиками соединительными столбиками по цепочке 59 соединительных столбиков по цепочке вниз. До конца ряда. Довязали до конца ряда 59 соединительных столбиков по цепочке. Делаем петлю подъема, разворачиваем и также вяжем в обратную сторону соединительными столбиками, но уже только за заднюю стенку косички. Вяжем до конца ряда. Вот и готов наш, в принципе, шарфик. Можете провязать еще один ряд, чтобы сделать его пошире. Я вяжу только 2. Мне кажется, так достаточно. Соединительными столбиками за заднюю стеночку косички. Итак, все, шарфик у нас готов. Шапочку мы уже надели. Завязываем наш шарфик. Видите, красный получился немножко подлиннее, но вроде ниточка одинаковая, дольче, а все равно толщина ниточки разная. Красиво. Вот такая малышня у нас получилась. Надеюсь, все было понятно. Мастер-класс вроде бы очень-очень простой, легкий. Если вот будете синенькой вязать, все-таки на шарфик набирайте 70 петелек. Буду благодарна вашим пальчикам вверх, вашим подпискам. Если что-то непонятно, пишите комментарии, отвечу на все вопросы. И легких вам петелек.